Наконец мы дождались выхода второй части второго сезона аниме «Реинкарнация безработного». И в самом начале 13-й серии нам показывают, как Рудиус несет коробочку, которую кладет рядом со священным артефактом. Если вы смотрели только аниме, вам может быть не совсем понятно, что произошло. А на деле Руди просто вырезал кусок простыни с кровью Сильфи, тем самым, следуя своим мыслям, сохранив ее невинность. Не спрашивайте меня, как это работает. Тем не менее, я даже рад, что в аниме не стали делать сильный акцент на этой сцене и даже перенесли этот эпизод сюда, хотя хронологически он идет перед признанием Рудиуса и должен был быть показан еще в 12-й серии. Как вы уже поняли, в этом видео я сравниваю оригинальное ранобэ с его аниме-адаптацией, подмечаю недочеты и рассказываю про вырезанный контент. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Аниме с самого начала серии начинает сглаживать углы. Например, во время приветствия Занобы и Джулии в ранобэ девочка-дворф опустила взгляд и вздрогнула, когда поняла, что Рудиус улыбался, оценивая то, насколько она привлекательная. Разговор Рини и Пурсены тоже был чутка подлиннее. Мясоедка даже была готова за тонну мяса отдаться в руки Рудиуса, на что тот быстро охладил ее порывы. Затем из аниме вырезали кусок с разговором Рудиуса и вице-директора университета. Но там ничего интересного, а все важное адаптировали в сцене у фонтана. Далее в аниме просто выкинули кусок текста из новеллы о том, что Руди с Нанахоши не могут найти общий язык, потому что на Земле между ними было 17 лет разницы. Оказывается, Шизука не шарит за Сейлор Мун и Драгон Болл, хотя и была любительницей почитать мангу. Поэтому разговоры во время работы над магическими кругами у них и не клеятся. Что еще вырезано из аниме, так это обсуждение свадебных обычаев с Занобой и Клиффом, где нам расширяют лор вселенной, показывая, что в Милисе и Широне буквально диаметрально противоположное отношение к тому, следует ли семье женщины дарить мужу подарок, или наоборот, мужчина должен приходить с приданным. А, и еще, Занобе 26 лет, и он уже разведен. Ну, вдруг, если вы не знали. Также из аниме вырезана фраза Клиффа о том, что Рудиусу надо найти дом в любом случае, потому что женатым не выделяют сдвоенную комнату в общежитиях, и в таком случае со свадьбой придется подождать. Достаточно логично, а то в аниме Руди как-то слишком легко согласился на покупку целого дома. Идем дальше. А дальше Руди выбирает себе дом, и тут можно похлопать сценаристу аниме. В новелле идет долгий разговор Руди с сотрудником агентства по недвижимости. В аниме же буквально весь их диалог перенесен на плечи Руди, который рассказывает Клиффу и Занобе о проклятом доме по пути к нему. Единственное, что, на мой взгляд, вырезали лишнее, так это комичную фейловую попытку Руди отхватить этот дом бесплатно. Даже несмотря на то, что поручителями Руди вписал аж целую принцессу Ариэль и короля демонов Бодигади. Еще интересная мелочь. Сломавшего дверь Занобу в аниме почему-то отчитывает Клифф, а не Рудиус. Хотя, по идее, только Рудиус имеет хоть какое-то влияние на принца королевства Широн. Кстати, дубину для Занобы скрафтил магией Рудиус, это тоже осталось за кадром. Еще в аниме вырезали кучу мыслей Рудиуса о том, как именно им стоит передвигаться по зданию. Тут в новелле Рудиус показывает себя настоящим авантюристом ранга А, учитывающим даже такие мелочи, как психологическую нестабильность Клиффа. Ведь предыдущий поход Клиффа, Элинолис и группы ранга С по заданию гильдии авантюристов привел к тому, что эго Клиффа было попросту растоптано. В общем, парни спокойно бродят по особняку, и кажется, будто это прогулка в парке. В ранобэ же был совсем другой вайб. Там описываются все комнаты, их расположение, каждой вещи маги подходят настороже, а камин так и вообще осматривают с величайшей осторожностью. Попутно Руди отмечает у себя в голове, что куда стоит поставить, когда дом станет обжитым. При этом ему хватает времени на то, чтобы подумать о том, что Сильфи будет ему готовить фартуки на голое тело, а еще успевает спросить Клиффа о том, какую кровать ему стоит выбрать. А еще о том, что, наверное, стоило было бы взять с собой Элинолис, а потом о том, что она слишком развратная, чтобы проводить ночь в ее компании. Но в его защиту стоит сказать, что в ранобэ он корит себя за то, что не сказал Сильфи, куда отправился. А еще он думает о том, что вот он один разок
что дал себе слабину, даст второй, и вот они уже на грани развода. И такие мысли его еще раз положительно характеризуют. Начинается хоррор-сегмент, и он по большей части идет ровно по книге. За исключением того, что в аниме допущено глупое упущение, которое заметит только читавший ранобэ. По ранобэ Руди неспроста рассказывает про их формацию во время походов по особняку. Он специально делает упор на то, что неопытный Клифф должен стоять в середине, а он, как более опытный, прикрывать всей группе спину. Здесь же нам показывают, что анимешный Рудиус отдал Клиффа на заклание. Причем, возвращаясь в спальню на втором этаже, группа идет уже в правильном порядке, с Руди замыкающим, потому что только в этом случае он бы оглянулся и увидел куклу. Кукла в ранобэ, кстати, ни из какой дыры сверху не вылезала, как минимум потому, что такую дыру Руди бы осмотрел. В ранобэ же кукла шла за ними по лестнице, и Руди затупил не потому, что он дурак, а потому, что он увидел неживое лицо куклы и не понял, что она вообще может двигаться. В аниме же ради скримера Руди очень долго вглядывался в пальцы на потолке. Кстати, если у вас есть вопрос, почему каменная пуля Рудиуса не смогла разнести куклу, хотя она успешно разносила монстров на демоническом континенте, то ответ тоже есть в ранобэ. Руди сдерживался, чтобы не повредить свежекупленный дом. Еще по ранобэ одежду Занобы разорвало буквально в лоскуты. В аниме же решили не смущать зрителей обнаженной спиной принца. Еще печально, что вырезали Клиффа, который, увидев Занобу с куклой, нацелил на нее посох. В аниме в этот момент он тупо сидит в диком ужасе. Зато в аниме добавили то, как Клифф залечивает магией свое лицо, после того, как Заноба ему его чуть не сломал. В ранобэ такого не было, так что это отличная находка. Мой лайк этому аниме. А мне ваш лайк и подписку за старание. Кроме того, вы можете поглядеть другие мои видео по лору Безработного. Например, все про магию или про мечников. А еще меня можно отблагодарить, подписавшись на Бусти, где скоро должно выйти в ранний доступ видео об истории мира, произошедшей до Рудиуса Грейрата. А мы продолжаем. А продолжаем мы, к сожалению, с еще одной вырезни. В новелле после боя с куклой был еще один безрезультатный осмотр здания, после чего было решено унести куклу в комнату Занобы в университете, а обход сделать уже на следующий день, засветло. И только на следующий день они еще раз обшмонали весь дом, и только тогда нашли потайную дверь. В аниме же они сценарным произволом просто сразу же ее нашли. Причем Рудиус понял, что помимо функции стражника у куклы была еще и функция уборки, потому что во время второго осмотра кукла проснулась и в первую очередь вытерла сажу, которую оставил Рудиус во время осмотра камина. В аниме же ничего этого нет, и кукла это просто кукла, а предыдущий владелец просто умер. В ранобэ же Рудиус делает акцент на том, что даже понятия не имеет, что случилось с предыдущим владельцем куклы, и что он наверняка изучал запретную магию. Что еще не идет на пользу аниме, так это то, что по новелле трио магов еще несколько дней дежурили по ночам в особняке, чтобы уж точно удостовериться, что больше проблем нет. В аниме же они слишком легкомысленны. Следующая сцена — возвращение в университет, а в аниме Заноба начинает просить Рудиуса о том, чтобы самому заняться исследованием куклы. И тут опять много чего поменяли. Из хорошего, Заноба в аниме не стоит на коленях перед Рудиусом. Из плохого, Рудиус просто говорит о том, что исследование Занобы должно быть секретным. Но почему оно должно быть секретным? В ранобэ он прямо говорит, что магия оживления неживых кукол наверняка запрещена, и что придется исхитриться найти комнату с прочной дверью, чтобы проводить исследования там, чисто на случай, если кукла внезапно бросится убивать людей. Ну и наконец, Клиффа в этой сцене не было вообще. Только в аниме он такой наглый в общении с принцем Широна, будто бы забыл, что Заноба может ему еще раз личико сломать. В общем, Рудиус с Сильфи идут к их новому дому, и он находится за городом. Что? В новелле четко сказано, что особняк находился в одном из уголков жилого района, недалеко от университета. Это буквально одна из причин, почему Рудиус выбрал именно его. А тут они идут
далеко за город. Я не представляю, как придется вывернуться сценаристам, чтобы адаптировать некоторые сцены, связанные с особняком. А уж как пьяный Руди до него будет добираться. В общем, они это затеяли, и мы выкручиваться. А тем временем в аниме просто скипнули половину главы, где Рудиус нанимает дворфа-строителя, чтобы устроить в особняке ремонт, а также то, что именно он поменял во время достройки здания. Я понимаю, что в аниме никому не интересно перечисление всех мелочей и нововведений Рудиуса, но может быть вам будет интересно то, что Балди, дворф-строитель, держал свое недовольство при себе, потому что слышал, что Болотный страшный в гневе человек. Кстати, разговор Сильфи и Руди по пути к особняку тоже порезали. В ранобэ Сильфи упоминает, что знает о покупке дома, потому что Руди воспользовался именем Ариэль. Вообще, вся 4 глава 10 тома жесточайше порезана, так что вам лучше с ней ознакомиться лично. Там рассказано больше и про уникальный камин древней работы, и про то, что особняк был возведен для отвода глаз от подвала, да и будущие молодожены куда больше флиртуют друг с другом. Но в целом эта серия аниме оставляет после себя очень теплые чувства, схожие с теми, которые остаются после прочтения 4 соответствующих глав новеллы. Но, как я уже не раз буду говорить в своих видео, если хотите мир больше и глубже, читайте оригинал. Надеюсь, вам было интересно. Всем удачи и всем пока.